Сегодня я покажу, почему я сделал этот плагин и почему мне кажется, что все это бессмысленно. В общем, вопрос, который изначально заставил меня задуматься о том, что с компрессорами что-то не так, что в цепи обработки должно стоять первым. Компрессор или деэссер? И мой финальный ответ на этот вопрос – деэссер не нужен. И вот почему. Я покажу пару реально крутых применений к деэссерам позже, но обычно, когда ты используешь деэссер, желательно ставить его после компрессора. Потому что компрессор делает всякие яркие звуки слишком громкие. Почему? Если взять какой-нибудь хорошо сведенный трек и посмотреть на его спектр, то он по сути должен быть плоским и сбалансированным. Но если посмотреть на вейформу, я думаю, вы замечали, что часто она выглядит так, что бас самый громкий инструмент. И наоборот, возьмем вот такой sine sweep, такой обычно используется, чтобы калибровать акустику. На вейформе везде громкость одинаковая, а на спектре он слишком яркий. И это потому, что анализаторы спектра обычно отображают громкость с наклоном 4,5 дБ на октаву, в то время как вейформа это 3 дБ на октаву. То есть по сути вейформа показывает громкость неправильно. Мы калибруем анализаторы спектра на 4,5 дБ на октаву, потому что для наших ушей это звучит сбалансированно. Почему вейформы важны? Потому что компрессоры определяют громкость сигнала как раз таки по вейформе. Сложить вейформу вот так, задать порог, атака и релиз, изобрели компрессор. То есть это значит, что все компрессоры, которые работают вот так, слишком чувствительны к низким частотам и недостаточно чувствительны к высоким. Мне кажется, как раз поэтому у многих компрессоров есть вот эти настройки сайдчейна, и по сути, почему деэссеры были изобретены. Ведь деэссер это как бы компрессор с сайдчейном, который делает его чувствительным к высоким частотам. Получается, чтобы исправить компрессоры, надо наклонить спектр входного сигнала и подключить его в сайдчейн. И, это то, что я и сделал. Это как бы кривая чувствительности. По умолчанию она настроена как раз на вот эти 4,5 дБ на октаву. Можно сделать его более чувствительным к высоким частотам. Или вот так уже остальные компрессоры обычно работают. Тут еще есть некоторые стандарты для измерения громкости звука, включая тот, который использует система LUFS. Можете поэкспериментировать с этим. Не знаю, насколько полезны эти режимы, я обычно использую линейный. Но это не единственная проблема, которую решает этот компрессор. Я ни разу не видел хороший, простой, без задержки мультибенд компрессор. Они все либо не звучат, или у них слишком много ручек, или они спектральные, то есть добавляют задержку, или они просто не мультибенд. Но этот компрессор может быть мультибенд и работает в реальном времени. Но почему я вначале сказал, что это может быть бессмысленно? Вообще мне изначально кажется, что люди не особо пытаются сделать какой-то новый звук, потому что всем надо винтажные, теплые, аналоговые, ретро, ламповые. А так, если кто-то и делает что-то новое, если мы говорим про вокал, его как будто всегда делают настолько ярким. И это как бы противоположно тому, что этот сбалансированный компрессор пытается добиться. А еще в этом нет смысла, потому что видео наберет 0 просмотров. Короче, можете получить этот плагин здесь, попробуйте и напишите мне, что думаете. Вначале я сказал, что деэссер не нужен, но он нужен, если вы используете компрессор с медленной атакой. Но я не знаю, для меня компрессоры с медленной атакой почти никогда не звучат. Поэтому то, что деэссеры могут делать, это определять нетональные звуки в вокале. И что может быть интересным, это разделять вокал на два сигнала, чтобы вот тут был только тональный звук, а тут только сибилянты. И обрабатывать эти сигналы отдельно. Например, эквализировать сибилянты отдельно, или питчить, сдвигать форманты только у тональной части вокала. Как-то так.